Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос правильного нормирования концентратов в рационе коровы для получения максимального количества молока. Все хорошо понимают, что концентраты – это самый эффективный инструмент регуляции продуктивной коровы. Но существует несколько «но». Во-первых, концентраты – это очень дорогой инструмент. Концентраты стоят дорого в сравнении с другими кормами, особенно в последнее время. А во-вторых, это еще и очень сложный инструмент. Неумение им пользоваться приводит не к увеличению количества молока, а наоборот, к его уменьшению. Да плюс еще и к возникновению различных метаболических заболеваний. У коровы может нарушиться обмен веществ, она быстрее изнашивается, а также у нее нарушается воспроизводительная функция. Корова, если у нее есть генетическая способность к высокой продуктивности, дает молока столько, сколько она сможет потребить энергии и питательных веществ в 1 килограмме корма. А если говорить точнее, то в 1 килограмме сухого вещества. Всякая комбинация объемистых кормов в рационах коровы приближает фактическую продуктивность к уровню 10-15 литров молока. В среднем это 12-14 литров, и зависит это от качества грубых кормов. Причина такой низкой продуктивности в том, что в этих кормах содержится мало питательных веществ и энергии. Эти расчеты взяты из того, что в среднем корова за сутки может употребить по максимуму до 3,5, максимум 4 кг сухого вещества на 100 кг живого веса. И если бы мы могли заставить корову съесть больше сухого вещества, то она смогла бы дать больше молока. Но, увы, это невозможно. Это предел. Причем, еще раз акцентирую ваше внимание, что такой показатель, как 4 кг сухого вещества, возможен только в том случае, если грубые корма высокого качества, чего на практике очень сложно достигнуть. И еще надо помнить, что объемистые корма значительно стимулируют теплопродукцию. Кроме теплопродукции, грубые корма заставляют корову затрачивать дополнительные силы на переваривание питательных веществ. Для переваривания клетчатки, которую поедает корова в виде сена, силоса или соломы, требуется очень много энергии. Все это значит, что с определенного уровня удоя, независимо от качества объемистой части рациона, корова нуждается в обязательном потреблении концентратов. Количество энергии и питательных веществ в концентратах в 2 раза больше, чем в грубых кормах. Поэтому, если мы заменим часть рациона, состоящего из грубых кормов, на концентраты, то это значит, что мы повышаем питательность рациона, а затраты организма на переработку корма остаются такими же самыми. Это значит, что молока будет образовываться больше. Как нормировать дачу концентратов корове? Концентрированными кормами мы балансируем недостаток протеина и энергии в основном корме, и скармливать их надо в зависимости от продуктивности. Комбикорм следует нормировать на удой сверхбазисного рациона. Концентрированные корма лучше включать в рацион в виде комбикорма из расчета 100-200 грамм на 1 кг молока при удое 10-20 кг и 250-300 грамм при 20-30 кг молока и более. Следует помнить, что бесконечно увеличивать норму концентратов нельзя, что при переизбытке концентрированных кормов в рационе достигается противоположный эффект. Падает удой и снижается жирность молока. Все это происходит из-за того, что при избытке концентратов в рубце коровы изменяется бактериальный состав. Нарушается выработка оптимального соотношения летучих жирных кислот. И вместо уксусно-кислого брожения начинает преобладать молочно-кислое брожение. Все это ведет к закислению рубца со всеми вытекающими отсюда последствиями. Считается, что такие изменения могут наступать, если скармливать корове более 6 кг в сутки концентрированных кормов. 6 кг это уже тоже много. Это первое. А второе, что следует помнить, что корове, если у нее высококонцентратный тип кормления, то нельзя давать одномоментно более 700 граммов концентратов на 100 килограммов живой массы. То есть, например, нельзя давать корове массой 500 килограмм более 3,5 килограмм комбикорма за один прием. Это уже верхний предел. Лучше меньше давать. Несоблюдение этого условия является прямой причиной кетоза и ожирения печени у лактирующих коров. Также следует знать, что дача концентратов вытесняет из рациона основную клетчатку. Это нарушает оптимальное соотношение в рационе структурных компонентов корма и ведет к нарушению жвачного процесса и угнетению бактериальной флоры рубца.
Так, например, при скармливании комбикорма более 4,5 кг в сутки потребление грубых кормов снижается в среднем на 350 грамм сухого вещества на каждый килограмм комбикорма. И еще одним дополнительным показателем служит соотношение в рационе объемистых кормов к концентрированным. Нормальным считается 50 на 50. При высоком количестве потребляемого сухого вещества коровами, то есть свыше 22-23 кг в день, допустимо снижение доли объемистых кормов в рационе до 45%. Но делать это надо очень осторожно и при соответствующем контроле кормления. Уровень суточной дачи всех объемистых кормов не должен снизиться менее 40% от энергетической питательности рациона. Если при пастьбе используются еще и концентраты, то их количество должно быть увязано с пастбищным кормом и его долей в рационе. Чем выше доля пастбищного или зеленого корма в рационе, и чем выше количество этого корма, тем меньше концентратов должно включаться в рацион. Зеленый корм беден в структурах, но богат сахаром и сырым протеином. При пастбищном содержании необходим другой подход в нормировании концентратов. Их необходимо добавлять из расчета 400 грамм на каждый литр молока, надоенный сверх 15 килограммов. На высокопродуктивных пастбищах лучше всего добавлять коровам в рацион концентраты из дерти кукурузы, ячменя и овса с добавлением сухого жома или отрубей. На плохих пастбищах подкормку высокопротеиновыми и высокоэнергетическими концентратами начинают с удоя 5-7 кг. Эффективность использования концентратов определяется не только их компонентным составом, но и качеством подготовки этих кормов к скармливанию. Помолом, однородностью смеси, повышением доступности питательных веществ, а также защитой ценных белков от разрушения в руце и другими факторами. Но об этом мы поговорим в наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!